Привет! Сегодня у нас 6-й день, и это путешествие. Это выход из сложной ситуации, это разрешение сложной ситуации вашего прошлого, тяжелого прошлого, самым благоприятным образом. Это переезд, перемещение вообще в пространстве. И также это может быть метафорическое путешествие от плохого к хорошему. То есть вы идете, и это у вас происходит как бы водораздел вот этот вот. Вы почувствуете его. Вы почувствуете, что сейчас пришло время именно к движению, к уходу от того, что вас гнетет. Из того, что вас гнетет. Вот так. Давайте, чтобы долгим не получилось наше видео, я посмотрю, как ваши процессы. И то есть явно все решили, наконец-то мы отплываем. Может быть, это действительно смена места жительства, кстати, переезд в другую страну, в другой город, в другую локацию, в другой дом, понимание того, что в старом мне некомфортно, я хочу в новое. Я хочу в новое, и я готов к этому. Я готов бежать просто, роняя тапки из старого. Главное, помешал и... Знаете, я хочу вот это таро взять, оно очень символичное и энергетически сильное, просто вот. Это таро неистовых желаний. Давайте посмотрим, как раз-таки у нас какой процесс сейчас происходит. 4 дисков. Понятно. У вас просто... Вот смотрите, какой процесс происходит. Был процесс, когда вы зажимали свой весь ресурс и цеплялись за старое, то есть за свою стабильность. И вот вы уже решили просто сесть на свою колесницу и уехать отсюда. Уехать. Так. Еще. К победе. Уехать к победе, к своей собственной победе. То есть это победа, это над ситуацией, над собой. Это разрешение сложнейшего лабиринта вашей жизни, когда вы пришли в эту точку, когда дальше уже по-прежнему нельзя. И поэтому вы приняли решение выйти из этого. Да? И завершить еще, завершить этот этап своей жизни, либо примириться. Эта карта еще мир, это обретение гармонии в себе самом, это исцеление своего собственного тела, да, физического тела и тонких тел, а также это примирение с собой, со своим прошлым, а возможно с человеком, примирение. Ну а также это говорит мир, это расстояние. То есть вы буквально, если вы вскакиваете на свою колесницу, едете в новое, то это приносит вам победу, которую невозможно будет спихнуть, то есть вас с пьедестала, потому что вы победитель. И дальше вы в мир выходите, то есть это расстояние, может быть, переезд, действительно. Давайте еще глянем. Так, 7 дисков, что-то ждем. А чего ждем-то? Вы ждете, когда почувствуете в себе вот этот стержень, свою ценность и достаточную уверенность. То есть прочный фундамент под ногами и здоровье. Это также это
обретение своей самоценности, это личность, это вот человек, который достиг всего сам. После тройки кинжалов, после разочарования и боли. Да, вы хотите достичь этого состояния. Так я правильно понимаю? Да, и вы работаете поэтому над этим. Над собой работаете, над материей работаете. Так, паж жезлов опять. Самоценность. Это любовь к себе. Это даже к себе отношение другое. У вас сейчас меняется отношение к себе. Ну, королева чаш. Любовь. Если женщина смотрит меня, то это выход именно в чувственную сферу. Вы наполнены этим эликсиром, вы чувственны, вы прекрасны, вы любимы и любите. Также это творческая карта творческих людей, карта водных знаков зодиака. Ну, не привязывайтесь к знакам зодиака, на самом деле. Познали глубину, да? Познали глубину вообще своих иллюзий, в которых вы болтались. И смотрите, вот семерка чаш. Человек стоит, и перед ним 7 разных чаш. То есть он, а может мне вот туда, а может мне вот туда, а вот туда, а вот туда. То есть это иллюзия, когда у вас болтает вас из стороны в сторону, и вы никак не можете определиться, куда, собственно, вам-то нужно. Да, не можете определиться, карта выбора. Я выбираю, я постоянно выбираю, я что-то выбираю, а оно и что? А оно приводит меня, конечно, к 9 кинжалов, меня приводит. Вот такое состояние. Когда вы пребываете в иллюзиях, и когда вы не действуете, именно, ну, то есть нужно отплывать уже, нужно менять что-то в своей жизни, нужно менять. Так действуйте. Не надо болтаться и думать, что а может мне к умным, а может быть мне красивым. И вот это все равно приводит вас в состояние страха, боли и переживаний. И это болезнь, кстати. Многие болеют именно физически. Потому что у вас только через любовь. Исцеление ваше происходит только через любовь. Только через активный жезловый шанс, то есть это огонь внутри. Огонь изнутри вас толкает на действие, на движение в материи. И это новая жизнь, новый шанс. Вот сейчас мы берем этот шанс в свои руки. Как раз этот день, сейчас я 4-й, 5-й, как раз этот день на грани полнолуния, то есть уже полнолуние наступило, вот он ваш шанс. Через любовь только действуем. И опять вы идете к любви, к истинной любви идете. После вот этих качелей, после того, как у вас больное состояние было, мужчины, вы становитесь этим мужчиной, который держит материю, который берет ответственность за свои поступки. Потому что вот в таком состоянии жить, ну, скажите мне, это вот убитый человек, все. Все, вы пришли вот к этой точке, когда вы убиты, все. Дальше так. И башня. Я еще это трактую так, как сейчас разрушение происходит именно вашего вот этого убитого состояния, когда вы только прокрастинировали, болели и не могли действовать. У вас не было, у вас завязаны были руки, как будто у вас ну такая вот сила боли, горечи какой-то в жизни, разочарования. Ну, то есть это вот убитый человек, это карта еще депрессии. Ну, то есть когда вот апатия полнейшая.
И вот это, ну, приходит конец, башня пришла. И вот сейчас как раз-таки вы берете свой жезл в руки, и девушки, и мужчины, вы берете свой жезл в руки, то есть это огонь внутри, это центр воли вашей, то есть это из солнечного сплетения, да, манипура чакра. И вы действуете в материи. Еще и рыцарь чаш. А куда они? Терка кинжала. Зачем боретесь опять? Зачем? Зачем боретесь опять? Карта борьбы. Вы боретесь со своими партнерами. Вы в борьбу вступаете. Зачем в борьбу вступать, если либо вы выбираете с этим человеком идти в жизнь и прекратить бороться, либо не выбираете этого человека и идете в свое путешествие, да? Это также война внутри себя, когда я не могу никак подружить свои стороны, и негативные, и позитивные, и мужскую, и женскую постать свою. Ну вот, по справедливости это все уравновесить нужно. Так, тройка жезлов. Выбор уже сделан. Выбор куда? С закрытыми глазами делаете выбор. Угу. И вот она. Вот она, сегодняшняя карта, карта вот этого дня, нашего 6-го дня трансформации. Это шестерка мечей, это путешествие. Это разрешение. Разрешение, распутывание любой ситуации, которая вас тяготила долгое время. Сейчас распакую. Это почему так? Так, поток информации такой. Кайфажорство приводит вас. Кайфажорство — это, знаете, когда ничего я не делаю все равно, не предпринимаю никаких действий. Ну, мне нормально вот так жить и, в принципе, не напрягаться. И вас это прямиком приводит в полнейшую вообще безресурсность, потому что эта девятка чаш, она могла быть долгое время назад. То есть я не говорю, что вы сейчас, может быть, там кайфажорством занимаетесь, но долгое время назад вы только этим и занимались. Вы ничего не предпринимали. Поэтому это приводит к тому, что полная безресурсность, отсутствие денег, здоровья, вообще вы в кармический урок попали из-за этого. Так, дальше у нас императрица дисков. Вас прямиком загоняет в Луну, и это страшная карта Луны, страшная, полнолуние как раз. Холодный ваш разум, холодный, вот знаете, когда расчет, вы думаете, что сможете что-то там рассчитать, оно прям прямиком опять в эту мутную воду вас погружает, в Луну в эту. Хотя вы сейчас в состоянии, вот смотрите, для мужчин это прекратите быть холодным с вашей женщиной, которую вы любите. Она лучшая женщина для вас. И также вам нужно прекратить, знаете, как это, с расчетом к этому подходить. Так вот, я так вот выгоду или не выгоду? Блин, нет.
Так, а для женщин это... Блин, девушки, вокруг вас какая-то хтонь вьется. Сейчас я не понимаю, какой-то темный туман. Ну, она же красивая, все, королева кинжалов. Так. Холод. Терафант. Вам нужно вертикаль своего света держать, девушки. Ни при каких обстоятельствах не падать. Не падать в луну, не падать в эти переживания, в эти страхи, в это состояние депрессии, в это состояние, когда апатия полная, когда я не понимаю, куда мне двигаться, я не понимаю, с кем мне там, куда мне. Вот это вот все надо это отсекать от вас, потому что это вас состояние. Но сейчас на самом деле очень кармический вот этот вот период. Ой, прям Господь Бог пришел, высшие силы пришли к вам. Почему в темноту? Почему? Они как будто, знаете, хотите сразу шанс этот взять. То есть у вас в руке маленький пентаклик, а вы хотите туз пентаклей взять. То есть это сразу прям куш большой такой. Сразу начать новую жизнь, желательно вот без этого вот всего. А вокруг вас, девушки, я для вас сейчас информация, вокруг вас вьется вот это вот энергии нехорошие. Энергии нехорошие. Королева жезлов. Потому что вам нужно взять свою жизнь в свои руки. Вы маги, вы можете сотворять вообще свою вселенную. Королева жезлов — это фея, это волшебница, это ведьма. Ну, в таком контексте, что она ведает, она прямо взмахом руки выстраивает свой путь. Король чаш. Вот тут как тут. Любящий мужчина. Так. Рыцарь кинжалов. Любящий мужчина приходит с выяснением отношений. Что-то он пытается вам доказать, причем резкий такой чувак, очень резко хочет вам что-то сказать. Это когда не сдержанный человек. Это, знаете, когда вот такая энергия быстрая, стремительная, но холодная. Он вот что-то наговорил, каких-то гадостей, потом хочет, чтобы было, ну, прекрасно. Понятно. Короче говоря, он хочет вам сказать о своем решении. Это карта Солнца, солярная еще энергия, тут очень сильная, проявленная, прям мужская, вот эта солнечная, теплая энергия. Короче, вас повести к счастью, что ли, я так понимаю. Ну да, стабильной женщине своей сделать. Потому что неистовое желание. Так. Очень быстро получите известие. Это может быть смс-ки, может быть перемещение, приезд. Сейчас. Почему? Это у них или у мужчин? Я не понимаю. Скажите мне, пожалуйста. Ну, он-то маг. Тяжело быть магом, да, мальчики? Управлять и манипулировать всем. Был тяжелый период больного сердца, разбитого сердца. Это вот, знаете, когда больное сердце, это не обязательно любовная история какая-то. Это когда нахер жизнь рушится, и у вас просто с больным сердцем, вот вы сидите, смотрите вот на это все, вот на это разрушение, и думаете, блин, как я вообще дошел до такого? Потом у вас стагнация, то есть у вас полежи, подумай, ну, в контексте могут положить, поболеть.
Вот, заболевание здесь также. То есть это человек, который недвижим. Но он маг. В душе-то он маг. Это так тяжело тащить. Он просто уже замучился это таскать на себе, эту тяжесть. Чего вы тащите все, а? Суд приходит Божий. Он уже по суду все это раздаст всем. По справедливости, ваш чаш. Но у вас есть такое качество, как умение любить чисто. Чистая любовь. Без примесей. Семерка жезлов. Сейчас вы отстаиваете очень четко свои границы, даже там, где вам нужно расслабиться и довериться Вселенной. Но нет, вы в позиции просто воина, который отмахивается от всех. И от любви в том числе. Колесо сансары. Сейчас кармический, очень важный для вас судьбоносный период. Но вообще, в принципе, я вам сейчас вот делаю расклад, я же чувствую, что мне пришла вот эта тема, она же не случайно пришла. То есть человеку, который управляет энергиями и чувствует вообще энергетику этого мира, такие темы просто так не приходят. И последовательность нашей трансформации, потому что я тоже с вами это прохожу вместе, говорит мне о том, что сейчас очень важный судьбоносный период, когда вы идете в истинную любовь. Либо, еще так могу трактовать, выбор. 5 карты выбора. Либо в истинную божественную любовь, даже несмотря на то, что будут трудности, даже несмотря на то, что, например, у вас с вашими постоянными партнерами какое-то непонимание, возможно. Ну, сейчас такой период, потому что всех штырит, всех абсолютно. И либо в это идти, в любовь, либо опять получать по шапке. А получать по шапке – это кармический урок, который никак не хотим проходить. Я хочу пройти этот урок. Поэтому я учусь, и вы учитесь. Паш кинжалов, вы учитесь. Восьмерка кинжалов. Выходите из плена. Да, выходить из плена собственного, из мыслемешалок, из страхов своих, из сомнений, из переживаний, из состояния недвижимого, когда человек полностью запутался вообще в лабиринте своей судьбы, в лабиринте. Он не на своей золотой дороге судьбы, нет, он в лабиринте в этом блуждает. И он сейчас учится выходить в свою стабильность и выбирать свой дом, людей, с кем ему хорошо и с кем он хочет быть в тандеме. Это очень важный вопрос. И этот дом, он очень изобильный. Четверка чаш. Разочарование. Ну, почему вы разочаровываетесь так? Ну, допустим, ваша мечта пока еще, она как будто далеко, и светит очень далеко. Вы разочарованы, почему? Ну да. Апатия опять. Силу надо пробуждать в себе, силу. Девочки, для вас, смотрите. Маленькая девочка гладит льва. Вот. Вот кто вы. Восьмерка чаш. Смотрите, либо, переворачивайте на себя. У всех, может быть, или у части, кто слушает, процент такой, что люди ушли из отношений, ушли. Прямо ушли из из брака. Развод.
девушки, либо вы потеряли, ну, мужчину своего мужа, то есть, ну, как бы вы в расходе, в разводе, либо мужчины, которые меня слушают, вы, ну, вышли, все, вы вышли из статуса императора. Статус императора — это еще муж. Резким, причем таким вот фундаментальным решением. Хорошо. Так, и что? Потому что зависимость была очень сильная, потому что была ложь, потому что было вранье, потому что была измена, потому что было много хитрости, предательства, потому что был тройники были, треугольники. Это загоняло вас в жертву, вы долгое время в этом висели. Сейчас в отшельников ушли, познавать вообще истину, что есть истина. Вот. А тут вам Верховная Жрица рассказывает, как вам выйти из этого кармического урока. Верховная Жрица — это женщина, которая владеет знаниями, это могут быть специалисты, которые меня слушают, тоже девушки, которые, ну, они занимаются какими-то либо эзотерическими практиками, либо духовными практиками. Это девушки, которые именно пробудили в себе этот божественный эликсир любви в себе. Смерть приходит к этому периоду. Понятно, смерть дьявола. Не буду комментировать. Смерть дьявола. И полное обнуление. То есть выход из темных программ, из темных прошивок, из темных сценариев в карту шута или, ну, глупец — это еще человек, когда прыгает в неизвестное, как мальчишка, там, как ребенок, но ему светит солнце, и это хорошо, то есть он знает, что его там подхватят. Ну да, и это вас приводит к десятке дисков, то есть это любовь, душа в душу, полное процветание. Процветание я не имею в виду материю, Господи, потому что многие почему-то зациклены просто на пентаклях. Господи ты Боже, это не так. Процветание — это когда ты счастлив просто с человеком, с которым ты идешь по жизни. Еще знаете, когда кто-то поздравляет с днем рождения, можно отследить вообще, чем человек живет. И у меня было наблюдение, которое меня на самом деле потрясло, потому что при мне просто поздравили человека с днем рождения, я слышала разговор, ну, случайно. И там такое было желание, чтобы у тебя было много-много денег, и чтобы на все хватало. Вот на все твои хотелки, чтобы все тебе хватало. И вот, Господи, как будто в этом счастье. Счастье — это в том, что ты обнимаешь любимого человека, смотришь на свой дом, зная, что у тебя есть где жить, что кушать. Да, это важно, но материя — это еще и прикосновения. Это когда ты чувствуешь другого человека, ты можешь ему сказать, ты на него можешь посмотреть, можешь обнять его. Вот что такое материя. Шестерка дисков. Шестерка чаш. Десятка чаш. Любовь идете все равно. Как вот хотите вы, не хотите, а идете в любовь. Потому что вам Господь Бог дает ее. Это как дар Вселенной. И вас все равно, вы знаете, что вас тянет туда. Если еще
более к земле приближенный ответ. Это ваши прошлые партнеры, возможно, те, которых вы любите, с которыми была чувственная связь, а не те, с кем вы просто жили там и, как сказать, ну вы поняли меня, в общем, десятка чаш. Это ваша родственная душа. Они даны были вам Богом для того, чтобы вы на долгие-долгие года соединили свои судьбы. Вот так. Давайте дальше. Что нам нужно сказать в сегодняшнем дне? Сказать, сделать какую-то практику, возможно. Я отрываюсь от печали, от печального опыта, взлетаю. И я выхожу в свой собственный триумф, потому что я достоин этого. Я хочу победы. Я хочу своего солнечного путешествия. Я хочу свое путешествие, где мне будет открываться дорога моими шагами, где мне будет светить солнце. Я знаю, мне будет трудно, будут препятствия, будут какие-то горы на пути, но я знаю, к чему я иду. Свет меня ведет, свет солнца. А сейчас я полностью расслабляюсь и наслаждаюсь каждым моментом своей жизни и благодарю за каждый момент своей жизни. Мне мало сидеть в своей стабильности, мне мало и недостаточно того, что мне дают в этом союзе или в этом месте. Мне недостаточно. Я чувствую свою недостаточность и что я достоин большего, что я хочу, наконец, прорваться как бы сквозь свой панцирь живой водой, омыть себя, оживить себя и двинуться в движение. Потому что здесь лицемерие, потому что здесь ложь, потому что здесь обман. Я не хочу больше никаких иллюзий. В своей жизни я больше не приемлю никаких иллюзий. Мое сознание настолько расширяется, настолько становится больше и больше. Сознание Будды, когда я достигаю космических пределов. И тем самым я исцеляю себя. Я больше не буду жить в компромиссе с людьми, либо с самим собой. Я больше не буду откладывать свою жизнь на потом. Сейчас наступило время, когда я укладываю весь свой печальный опыт и вообще всю свою жизнь в себе, принимаю свою прошлую жизнь, но я двигаюсь дальше. Да, бывают моменты, когда я ленюсь, когда я веселюсь или
отвлекающие меня моменты, либо люди приходят в мою жизнь, которые отвлекают меня от моего пути. Но своим участием в познавании этого мира, в тишине, когда я один, я прорываюсь и исцеляю светом и огромной своей энергией, которая есть во мне. Я исцеляю всю боль и всю вину, которая лежит на моих плечах и терзает мою душу и мой разум. Я снимаю все свои проекции на других людей. Я снимаю все свои проекции на других людей. Я знаю, что и те люди самодостаточны, и я самодостаточная, либо самодостаточен. Но наши ветви сплетаются. Мы познаем истинное, глубинное прорастание друг друга. Это про любовь, это про дружелюбие, это когда люди не ждут друг от друга каких-то проекций, именно ты должен соответствовать тому-то или тому-то. Я начинаю слышать свой голос, голос своей души, голос своего сердца. И от этого голоса я прихожу в свое собственное цветение. Я очень долгое время жил в состоянии сжатия пленника, в состоянии тюрьмы, когда я не знал, как мне двигаться дальше, когда я был заточен в каменные стены, когда небо надо мной было темным и черным, когда страсти поглощали меня, и я не видел ни одного чистого источника. И в себе самом я тоже не находил этого источника, но сейчас я нашел его. И это моя душа. Моя душа огромна. Сейчас она познает весь космос. Сейчас меня не могут коснуться ни одна сущность, ни одно темное явление из темных миров. Ничто темное не может коснуться моей чистой души. Потому что я невинен. Внутри себя я целостный человек. Я невинный человек. Есть у меня мечта, к которой я иду и стремлюсь. И я знаю, что я должен в себе интегрировать, исцелить, примирить черное и белое для того, чтобы соединиться в бесконечность с этой мечтой. Я должен пойти в свою дорогу играючи, легко, потому что там меня ждет мой источник, мой ресурс, мой источник. Я больше не буду притворяться, я не могу притворяться, потому что я другой человек. Я не похож на толпу, которая окружает меня. Я другой, я полностью исцелен. С сегодняшнего дня мое тело, моя душа, мои тонкие тела, моя энергия, все окутано этим белым божественным светом из космоса. И это моя трансформация. И я принимаю ее. И я возрождаюсь из пепла, как феникс. И я беру этот шанс на колесо сансары. И я выхожу мастера. Выхожу в свое собственное свечение. Мастерство, гармония, обретение баланса в себе. Чистое сознание, исцеление от любых пороков, от любых зависимостей, привязок, темноты и боли. Я вышел в свой собственный свет. Потому что я не сопротивляюсь планам Вселенной.
И я действительно отплываю в свое путешествие, в свое солнце. Вот так. И у вас происходит возрождение. После вот этой практики у вас происходит возрождение.